Дорогие друзья, я уже дарила вам несколько бесценных ритуалов с Фемидой. И эти ритуалы помогли многим избежать катастроф в своей жизни, избежать проблем с законом. Они помогли и мне в том числе во многих моих ситуациях. Вы знаете, что Фемида, или по-другому, как ее еще называют, карающая матерь, карма, она одна из жен Зевса. Она та, которая держит равновесие, мировой порядок. И мои ритуалы обращения к Фемиде помогали людям и помогают поставить окончательную точку. То есть люди, обращаясь к мировой справедливости, просят справедливого суда и просят окончания их мучений. Если они что-то натворили, за что страдают, они просят отпустить им это и подарить, наконец, долгожданную свободу от бед и трудностей. В данный момент я хочу подарить практикам ритуал, который поможет и им, и людям, которые к ним обращаются. С помощью этого ритуала можно устранить трудности, препятствия, то, что в данный момент вам мешает. Может быть, преследователей, может быть, врагов, может быть, безденежье, может быть, коллекторов, может быть, какие-то проблемы с судом, с законом. К вам могут обратиться люди, которых родные, близкие или они сами попали в трудную ситуацию. Им нужно каким-то образом это все разрешить, чтобы мировая справедливость была на их стороне. Если эти люди не убили, если эти люди не переступили страшные законы Вселенной, не обидели сироту, если эти люди не обидели невинную душу, то есть если они не нарушили такие вселенские законы, которые могут привести к страшным последствиям, да, то они могут обратиться к Фемиде. Учтите, к Фемиде можно обратиться только в том случае, если вы уверены в своей правоте. Если вы лукавите, если вы не правы, и вы пытаетесь перед ней заискивать, найти справедливость, то вы это не найдете. Скорее всего, она вас покарает за неуважение к суду. Поэтому учтите, если вы чувствуете, что вы несправедливо, скажем, оплеваны, что вы несправедливо обижены, что вы несправедливо, значит, изгоняемы с работы, если за вами просто охотятся, если вам устраивают травлю, если делают нечто такое, то есть вам нужно устранить то, что мешает вам жить. Если вы чувствуете, что вы болеете несправедливо, что вы и так уже переболели, и так вы потратили средства, но болезнь не хочет уйти, это тоже несправедливо, по вашему взгляду. Вы можете обратиться к ней и попросить помощи. То есть все, что вам кажется несправедливо мешающим вам жить, можно устранить. Это касаемо практиков. А теперь те, которые обращаются к практикам, вот касаемо их, то же самое. Если вы считаете, что кто-то вас преследует, если вы чего-то боитесь, собственно говоря, любой практик сам может решить, какой ритуал для кого выполнить. И если вы считаете, что вы можете этим ритуалом помочь человеку, смело используйте этот ритуал. Нужно делать следующее. Но поскольку вы давно знакомы с моей серебряной Фемидой, я уже рассказывала, как я ее приобрела, и поскольку она ревнует к другим богиням и не допускает, хотя у меня Фемид 3, но она не дает просто-напросто к ним подойти. Всегда она в моих ритуалах. Ну уж так решила моя Фемида, что делать. Не могу я ее обидеть и страшно ее обижать, собственно говоря. Если она так хочет, то будет участвовать в моих ритуалах она. Травы. Какие травы использовать, значит, в котельке? Это я скажу только практикам. Кому нужно, пусть пишут мне, знает мой WhatsApp, прекрасно я оставляла. Я вам скажу, какие травы вы должны использовать. В каких травах вы должны сжечь ту бумагу, которую я сейчас покажу. Итак, берем бумагу.
На этой бумаге пишем все, что мешает жить. Если человек к вам обратился, пусть он сам напишет и вам передаст. Вы можете даже не смотреть на это все. Можно написать имя человека, который просто не дает житья. Может быть, соседи достают, не дают жить. Значит, их устранить не обязательно физически, но если мировая справедливость повернется к ним просто-напросто, своим мечом отсечет все, что они творят, то очень может быть, что они будут так наказаны, что они сразу поймут, откуда ветер дует, и замолчат. Может быть, значит, какие-то, я уже говорила, да, препятствия, болезни, преследование властей, может быть, несправедливый суд, может, дают человеку срок, может, отнимает имущество. В общем, то, что мешает жить, то, что хочется устранить из своей жизни. Неважно, практик для себя делает или для другого человека. Нужно написать на бумаге это все. Написать. Не то, что там избавь меня от этого или того. Нет. Например, там враги, там сплетни, трудности, не знаю, безденежье, все, что у вас есть. Написать можете сколько хотите, хоть всю бумагу можете написать. Берете эту бумагу. Итак, читаем 3 раза заклинание. После сжигаем, читаем остальное заклинание. Через некоторое время ваша проблема решена. Итак. О вселенская судья, ты справедливая богиня, на твой суд отдаю деяния свои и жду справедливого приговора. О вселенская справедливость, имею смелость тебя просить, устрани с моего пути то, что прошу, что доверяю бумаге и чернилам, отдаю на твой суд. По справедливости своей испепели, сожги, устрани с моей судьбы то, что на бумаге написано. О вселенская судьба, ты справедливая богиня, на твой суд отдаю деяния свои и жду справедливого приговора. О вселенская справедливость, имею смелость тебя просить, устрани с моего пути то, что прошу, что доверяю бумаге и чернилам, отдаю на твой суд. По справедливости своей испепели, сожги, устрани с моей судьбы то, что на бумаге написано. О вселенская судья, ты справедливая богиня, на твой суд отдаю деяния свои и жду справедливого приговора. О вселенская справедливость, имею смелость тебя просить, устрани с моего пути то, что прошу, что доверяю бумаге и чернилам, отдаю на твой суд. По справедливости своей испепели, сожги, устрани с моей судьбы то, что на бумаге написано. Итак, бумагу сжигаем с 2 свечей. Вот сюда. В эту траву. А что за трава, я уже сказала. Обратитесь, я вам скажу. Я не могу при всех говорить, потому что это ритуал для практиков. По повелению богини судьбы Фемиды, по ее приказу и по ее священной воле я сожгла, устранила, убрала из жизни то, что мне мешало жить и созидать. Да исполнится воля священной богини Фемиды. Сгорели препятствия, их нет. Суд судьбы мной выигран. Мировая судья меня от ненужного освободила. Славься, Фемида, славься, Фемида, славься, Фемида. Все, что мне мешало жить и созидать, идти вперед, все сгорело, все ушло. Я выиграла вселенский суд. Все, что мне мешало жить и созидать, и идти вперед, все сгорело и ушло. Я выиграла вселенский суд. Все, что мне мешало жить, созидать, идти вперед, все сгорело и ушло. Я выиграла вселенский суд. Да славится Фемида, истинно заклята.